На связи Берсерк. Задаваясь ли вы до этого вопросом, почему пистолеты у Сталкер такие неактуальные, и почему в основном их выкидывают, особенно в Зове Припяти, где появился второй слот под еще одно огнестрельное оружие, без привязки к пистолетному слоту. Как было в Чистом небе или в Тени Чернобыля. Конечно, это неплохо, что у нас появился еще один слот. Теперь мы можем таскать как дробовик с автомата, так и снайперскую винтовку с РПГ. Согласен, это удобно, но почему в модификациях на сталкерах в самих оружейных паках никто никогда не указывал то, что пистолеты могут быть оружием второго плана, а точнее, как их прозвали, оружие последнего шанса. И в оружейной модификации Gunslinger Mod как раз имеется большое разнообразие пистолетов с разными характеристиками, разной отдачей и поведением при стрельбе. В этом видео я покажу и сравню все пистолеты, которые уже находятся в модификации на данный момент времени. Сам Ганслингер у меня обновлен до последней версии и установлены дополнительные модификации на растительность, погоду, но они значения не имеют. Ну что, приступаем к сравнению пистолетов. Пусть победит сильнейший. Но сначала воспользуемся спавнером, чтобы получить все пистолеты в игре. Ссылка на сам спавнер для Gunslinger Mod находится в описании под видео. Файл из архива закинуть в папку Patch, в папке с модом. Сам спавнер работает на всех версиях, поэтому заново искать вам больше спавнера не придется. Закинули и забыли. В моде имеется по количеству целых 22 пистолета. От Макарова до Степного Орла. Сам игрок половину из них точно не повстречает, ну и половину пропустит, конечно же. Ведь мало кто пользуется возможностью купить уникальный пистолет у самого Шустрого. Хотя зачем, если можно взять дробовик? Так, конечно, пистолеты всегда были на втором плане. В основном игрок не использует пистолет как основное оружие, особенно когда убегаешь от кровососов под выбросом, а у тебя закончились патроны в твоем АК-74, и ты бежишь скорее, чтобы, блин... То есть убегаешь и достаешь пистолет, который можно быстро перезарядить и добить тех же собак. Хотя и можно просто использовать пистолет как более дешевый вариант. Патроны у него дешевле и сама починка тоже много труднее сильнее составит. Ну что, приступим к апгрейду каждого из пистолетов. Наша основная цель — это посмотреть, какой из них будет самым лучшим по характеристикам, включая надежность, скорострельность, мощность и цену. Хотя в апгрейдах есть странности, например, у АПБ и АПС можно прокачать режим стрельбы по 3 выстрела. Вопрос зачем? Спросите, почему я возмущаюсь, я потом покажу почему. У Glock 17 тоже такой апгрейд имеется, но лучше, конечно, поставить автоматический режим, но ладно. Плевать, я 2 версии сделал. Кстати, Glock, в отличие от всех читеров, он использует защитное покрытие, правда, которое не видно и никак не отображается. Есть еще уникальные апгрейды, если так сказать, на культ, и похожий апгрейд есть на Дигл. Они добавляют убойность. Сами апгрейды неплохие, но пистолет сильно не усиливает. Есть такие, как 5.7, 6 апгрейдов и все. Так, конечно, у всех пистолетов апгрейды почти одинаковые, главное, что их много, и это хорошо. Кстати, 2 версии кольта я тоже сделал, наглядно потом покажу на сталкерах и на мутантах, как работает апгрейд на убойность. Ну что, все пистолеты я прокачал, поставил все апгрейды, а главное, почти у каждого есть возможность установки глушителя. Я считаю, это довольно важно для пистолета. Хотя есть такие пистолеты, которые выделяются на фоне других. Да-да, я при тебе, альпиец. На каждом пистолете по возможности я также установил блок ЛЦУ и фонарик. Так с пистолета становится стрелять от бедра намного приятнее и точнее, хотя не всегда, иногда точка словно указывает не в ту сторону. Ну, пистолеты все готовы, кстати, к сравнению. Но сначала я покажу в сравнении режим автоматический и режим осечки по 3 выстрела у АПС и АПБ. Ну также у луков тоже. Нет, я конечно понимаю, некоторые эти режимы выкачивали, но смысла они не имеют от слова вообще. Потому что с автоматического режима стрельбы и так имеется возможность своим пальцем, немного клацая по мыши, добиться стрельбы, осечки и без апгрейда. Это даже легко сделать. Единственное преимущество осечки по 3 выстрела, по моему мнению, это очень слабая отдача, из-за чего приятно стрелять на дальнее и среднее расстояние. Ну, так себе преимущество, вы же не будете с пистолета стрелять или использовать его как снайперскую винтовку или как автомат. Или будете, хотя это уже ваше дело. Но очень быстро нажимая на мышь, можно из режима осечки добиться быстрого проклика и отстрелять весь магазин. Вот наглядный пример. Автоматический режим стрельбы. И сейчас я сам попытаюсь вот так вот стрелять по 3 выстрела. И вот режим стрельбы, очередь по 3 выстрела с АПБ.
Почувствовали разницу? Я вот тоже нет. Если быстро кликать, разницы и не будет. Такая же проблема и у Глока. Покажу две версии. Один автоматический, а другой с очередями. Там наглядно будет видно различие в отдаче. Сейчас я буду контролировать отдачу, а потом специально покажу без контроля отдачи. И вот без контроля отдачи. Ух, вот эта отдача. Я что, с пулемета стреляю? Ладно, теперь покажу режим осечкой. Анимация рук, правда, немного ломается, но ладно, это не важно. Главное, это контроль отдачи, и на осечке, конечно же, проще контролировать, но я достану автоматически и сам буду стрелять якобы осечки, и будет с отдачей то же самое. Вывод. Этот апгрейд, как и режим стрельбы, не нужен. Это бесполезная механика. Поэтому про это можем сразу же забыть, это бесполезный режим. Будем проверять теперь кольты. Вот теперь сравниваем кольты. Первый будет с убойностью, а второй без убойности. Заранее я сохранился, теперь начнем стрелять. Первый в тело, отлетел. 2 в тело на расстоянии. 2 в тело на расстоянии. Теперь я загружаюсь и проверяю уже с обычным кольтом по урону. Различий там будет мало, конечно. Сейчас проверим. Стреляю в тело. Раз, 2, 3. Отлетел. Раз, 2. Раз, 2. Тут я промазал. 3. Вот. Получается, на одну пулю меньше приходится выстрелить в тело сталкеру. Ну, спорный, конечно, апгрейд, но в нем больше смысла, конечно же, чем в режиме по 3 выстрела. Кстати, вот ТТ. Раз, 2. Раз, 2. Раз в тело и 2 в тело. Точно так же быстро убивает. Ну, блин. В общем, апгрейд, конечно же, убойность хороший, но все-таки не так сильно он усиливает ствол. И вообще забыл проснуть ему видео, так что побежали! Ну вот мы и прибежали к точке, и здесь на этой площадке на Юпитере никого нету, никаких ботов, никаких мутантов, поэтому здесь и будем проверять. Теперь заряжаем все пистолеты и готовимся к сравнению пистолетов. Сравнивать я буду на псевдогиганте по стрелу магазинов и сколько их потребуется для его убийства. Но сначала я сразу же потом скину лишние пистолеты, которые все равно не имеют, ну, типа, малый урон. Скорее всего, с ними бегать игрок не будет, типа. А вот другие пистолеты, наоборот, благодаря апгрейдам становятся хорошими пушками, которые можно использовать на постоянку. Как раз таки под это попадает как ПЯ-грач, так Форд 17, Форд 12, ПБ, ПМ, ПММ, Беретта 92F, Браунинг Хит Пауэр и, в принципе, туда же попадает ГШ 18. Эти пистолеты все равно, их как бы большое количество, они почти у каждого непися есть, и при этом они большой урон не наносят, с ними никто особо не бегает, их, скорее всего, продают. Так что мы будем скорее сравнивать уникальные стволы, какие-нибудь по типу АПБ, АПС, там Глок, и уникальные типа Степного Орла, Альпийца и всякого такого. Конечно же, я для сравнения с кольтом оставил и ТТ. Хотя на этапе потом тестирования я забыл о том, что у меня ГШ-18 лежит, так что я его здесь как раз таки сейчас выкину. И потом, конечно же, я скину АПБ, у которого режим осечки по 3, и Глок с режимом осечки по 3, потому что от них смысла нету, как я сказал, будем сравнивать только автоматически. Ну что, погнали! Первым будет у нас обычный кольт с глушителем, в принципе, я на него особо не рассчитываю, думаю, дохище отстрелять магазинов. Счетчик магазинов будет в правом верхнем углу. Опа, тут я чуть начал случайно перезаряжать, но в итоге скипнул анимацию на колечко мыши. $17 магазинов и прочность почти до половины. Короче, будет лишнее. Давайте теперь сравнивать кольт с убойностью.
11 магазинов ушло. Тут результат, конечно, лучше, и прочность меньше сломана, вот только все равно это слабый старт. Возьмем для интереса тот же Т-33, ведь у него урона меньше. Сейчас проверим, нужен ли он, и есть ли в нем смысл. Да, конечно, 15 магазинов на 4 больше, чем у кольта, но ведь и у ТТ и урон по ТТХ ниже. Ну, думаю, он все равно лучше кольта, потому что у него надежность повыше немного. Пути на 4 обойма позже. Теперь сравниваем глок. Всего 5 обоим? Ну вот это мощно, довольно быстро справился. Интересно теперь, как справится советский пистолет. Тоже 5 обоим, ясно. Но АПС АПБ лучше, чем Глок, у него приятнее отдача, стрелять легче с зажимом и надежность у него выше, так что побеждает здесь АПС. Но теперь настала очередь Дигла, его уникального варианта степного орла. Конечно, ставлю на орла, он быстрее убьет мутанта. Так, погнали. Опа, а вот и клин у Дигла. Так себе надежность, конечно. Мы же несколько обоим только стреляли. Хотя и убил, конечно же, он псевдоча, но все равно пистолет уже клинить стал, это странно. Теперь очередь орла. Всего 6 обоим. Ну, по-моему, это уже пока что лидер по быстрому убийству. Теперь пришла очередь двух сильнейших пистолетов. Наконец-то! Достойный соперник! Наше сражение станет легендарным! Очередь 5-7 и Гюрзы. Первым пойдет 5-7. Погнали. Опять скипаю анимацию, потому что случайно начал перезаряжаться, хотя все равно здесь уже выходит 8 обоим. Ну что, теперь очередь российского пистолета показать, на что он способен. Ага, всего 5 обоим, так? Похоже, теперь осталось, короче, контрольное сравнение. По всему он проигрывает. Осталось сравнение Степного Орла и СР-1 МП Гюрзы. Извини, ушальпис. Fuck you. Хотя, конечно же, у него надежность самая высокая из всех пистолетов в этой игре, но
мы все равно его выкидываем, потому что он нам не нужен. Как, в принципе, АПС выкидываем. У нас остается просто SR1 МП Гирза и Степной Орел, как уникальный ствол. Сейчас по-быстрому их починим у Азота, чтобы они были в идеальном состоянии. Будем проводить контрольный тест на той же площадке, чтобы было все идеально. И, наконец-таки, решим, кто из них является самым лучшим пистолетом в этой игре. Хотя уже даже по цене, в принципе, Степной Орел проигрывает, потому что у того там под косарь с чем-то ушло, а у Гирзы всего-то 500. Хотя при этом я Гирзу здесь не разбирал, чтобы сэкономить на апгрейдах или на починке. Ну что, посмотрим. Заряжаем наших финалистов, и в последнем этапе я включу HUD для наглядной ясности, чтобы было видно, сколько патронов уходит, ну и просто, чтобы он просто был. Ну что, поехали. Что ж, 7 обоим, как и в прошлый раз, пистолет сломан. Теперь настала очередь Гирзы. Шесть обоим в этот раз ушло. Понятно. Ну что ж, мы определили финалиста. Победитель SR1 МП Гирза. И в принципе здесь можно подвести итог. SR1 МП Гирза является лучшим пистолетом в Ганслингер мод. У него наибольший боезапас из всех пистолетов. У него хорошая скорострельность, дешевая модификация и апгрейды, дешевая починка и, конечно же, высокий урон. Этот урон намного выше, и он превышает урон Степного Орла, который является самым мощным пистолетом в игре. Ведь по полоске в ТТХ у него, можно сказать, даже выше, чем у СВУ или СВД урон. Но при этом, как видите, он проиграл все-таки SR1 МП Гирзе. В принципе, я знаю, с чем это связано. Из-за того, что в обойму SR1 МП Гирзы входит около 21 патрона, а у того же Степного Орла их всего 7. Получается, что при отстреле всех патронов урон, конечно же, будет у SR1 МП Гирзы намного выше и намного больше превышать, чем у того же Степного Орла, у которого всего 7 выстрелов и потом долгая перезарядка. А у SR1 МП Гирзы перезарядка быстрая, в принципе, и само обращение с оружием намного проще, потому что у него приятная мушка, можно стрелять на среднее и дальнее расстояние. Хотя, конечно же, не советую, в основном этот пистолет надо использовать вблизи. Как-то ранее я уже сразу узнал о том, что, конечно же, победит SR1 МП Гирза, но просто на этом внимание не акцентировал и хотел потянуть интригу. Ведь ранее я прошел игру только с одним пистолетом, и этим пистолетом как раз таки был SR1 МП Гирза. Поэтому у меня сразу же появилась мысль сделать видеоролик про сравнение всех пистолетов в этой игре. И даже до видеоролика я сам лично сравнивал все пистолеты и точно так же сравнивал Степной Орел с SR1 МП Гирзой. И победила на удивление SR1 МП Гирза. И потом я удивился, неужели мне попался самый лучший пистолет в этой модификации. И оказалось, так оно и есть. Кому-то этот пистолет может по внешнему виду не нравиться, кому-то может он наоборот понравится, потому что он, в принципе, как какой-то кирпичик маленький выглядит. Но, в принципе, он на самом деле очень хороший пистолет, и даже в реальности говорят, что он пробивает 3 класс брони. Ну, в принципе, ладно. Что ж, это лучший пистолет в игре, а теперь концовки. Понравилось видео? Подписывайся на канал, бей в колокольчик, чтобы тебе приходило уведомление о новом видео одним из первых. Также заходи в мою группу ВКонтакте, там ты будешь узнавать о новых новостях к моему каналу. И также заглядывай на мой Discord сервер, там ты как раз таки сможешь скачать спавнер и, в принципе, можешь приятно провести там время. Также рекомендую посмотреть мое прошлое видео по обновлению Ганслингер мод. Ну что, на этом видеоролик кончился. Честно, каждый идиот видит твой приход, ты сама сдалась. Ты прошла на шоу через черный ход, а я даже не прошел.